Друзья, всем привет, меня зовут Юнус, я бэкэнд-разработчик. Сегодня мы затронем довольно интересную тему, а именно тенденцию войти в IT. Я вам желаю хорошего просмотра, но перед этим не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и поделиться этим видео с друзьями. С началом пандемии COVID-19 многие люди начали задумываться о профессиях в IT, причем возрастная категория кандидатов была не ограничена только молодыми людьми, но и включала в себя более зрелых людей. Основной причиной этого наплыва стала возможность работать удаленно. К тому же многие офлайн-магазины начали переходить в онлайн, а спрос на IT-специалистов из-за этого увеличился. При этом работа в сфере IT стала доступной и обеспечивала более лучшую оплату труда. Почему важно понимать, что работая в IT, это не просто работа ради денег? Выбирая карьеру в IT, важно помнить, что мотивация только деньгами может быстро исчерпать себя. Как говорится, на одной денежной мотивации далеко не уедешь. В этой сфере нужно не просто работать, но и иметь интерес к тому, что ты делаешь, как и везде. Работая над чем-то, что не вызывает у тебя ни интереса, ни удовлетворения, может легко потерять мотивацию, что в свою очередь скажется на профессионализме. Чтобы не потерять энтузиазма, учеба и работа должны стать твоим хобби. Поверьте, заниматься каждый день тем, что вас не вдохновляет, это путь к выгоранию. Важно сбалансировать ее с внутренним интересом. Друзья, а давайте все-таки поговорим, с чего стоит начать, если все же вы решили взяться за IT-сферу. Во-первых, учите английский язык. Без английского в IT делать нечего. Сейчас объясню почему. Во-первых, код, который вы пишете, пишется на английском. Все названия переменных, функции и так далее, это все на английском языке. Во-вторых, самая лучшая документация, самая популярная документация, которую все еще не перевели на ваш родной язык, допустим, на русский, это все на английском языке. В-третьих, популярные блогеры, IT-специалисты и все люди, которые в топе в IT-сфере, они пишут свой блог на английском. Поэтому английский был бы очень хорошим плюсом для вас. Затем, понимание сферы. Прежде чем приступить к обучению, вам нужно понять, чем вы хотите заниматься. Метание от одной профессии к другой не самый лучший путь. Попробуйте изучить ключевые направления в IT, чтобы выбрать подходящее. Например, вот список популярных направлений в IT. Фронтенд-разработчики – специалисты, создающие внешний вид сайтов и приложений, с которыми взаимодействуют пользователи. Бэкэнд-разработчики отвечают за внутреннюю часть сервисов – это базы данных, серверы и бизнес-логика. Аналитики данных ищут смысл и закономерности в больших объемах информации, чтобы помочь бизнесу принимать решения. Продукт-менеджеры управляют созданием и развитием цифрового продукта, соединяя работу команды и потребности пользователей. Также есть DevOps-инженеры, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов, автоматизируя и упрощая процессы разработки и развертывания кода. Из этого списка вы можете выбрать интересующую вас отрасль и развиваться и двигаться в этом направлении. После того, как вы выбрали направление, вам нужно изучить основы и базовые понятия. Например, важно разобраться, что такое программирование, как работают браузеры и веб-приложения, что такое сервер и клиент, и как они взаимодействуют. Это основа, на которой строится весь остальной процесс обучения. Далее вам нужно практиковаться на своих пэт-проектах. Программирование – это в первую очередь практика. Начните создавать простые проекты как можно раньше, даже если это просто тестовое задание. Ошибки и поиски решений – это ключ к прогрессу. Также я вам советую, вне зависимости от вашего направления, допустим, это фронтенд или бэкенд, вам нужно по-любому знать эти вещи, эти технологии. Например, Git – система контроля версий, Docker
Технология, которая позволяет запускать ваше приложение изолированно от операционной системы. Техники REST и GraphQL. Технологии для работы с API. Также вам нужно знать, что такое CI/CD, автоматизация процессов, разработки и деплоя. Так. Понимаю, слишком большой список, но не пугайтесь, если не знаете что-то из этого. В дальнейшем, как вы будете это все изучать, вам станет более-менее понятно. У каждого из этих технологий есть свои предназначения, и их нужно знать в любом случае, вне зависимости от вашего направления. Друзья, после того, как вы достигли определенного уровня навыков и знаний выбранного вами направления, наступает интересный этап – этапы собеседований. Подготовьтесь к этому этапу заранее, чтобы вы смогли чувствовать себя уверенно. Теперь хотелось бы добавить, что не нужно делать, проходя собеседование. Раньше было довольно распространено, когда кандидаты в IT-должности в своих резюме писали ложную информацию о своем опыте. Многие, особенно начинающие специалисты, пытались приукрасить свои достижения, указывая фиктивные проекты или преувеличивали свои знания. Однако со временем работодатели начали понимать, что такие подходы только ухудшают ситуацию. Они стали серьезнее проверять квалификацию кандидатов. Теперь на собеседованиях задают не только теоретические вопросы, но и проверяют на практике, насколько человек разбирается в реальных задачах. Это может быть тестовое задание, лайв-кодинг, где в режиме реального времени ваш экран смотрит несколько технических специалистов и просит вас выполнить задачи и написать код. Во время поиска работы максимально важно, чтобы у вас были хорошо оформлены ваши пет-проекты. Это может быть хорошая документация на GitHub и хорошо написанный код. Также я вам советую не лгать на собеседовании, не накручивать свой опыт в резюме. Это может сыграть с вами злую шутку. Будьте предельно честны со своим будущим потенциальным работодателем и в первую очередь с самим собой. У меня было на практике так, что я собеседовал нескольких людей, и у них написано было в резюме то, что они работали в хороших, больших, крупных компаниях, при этом имели большой релевантный опыт согласно вакансии. Но задавая им уточняющие вопросы, кандидаты просто плылись. То есть они не могли даже отвечать на базовые вопросы, которые я задавал. И из-за этого я сделал вывод, то, что они накручивали свой опыт. Я вам советую так не делать. Опытный технический интервьюер запросто вычислит лжеца. Ну что ж, друзья, выпуск подходит к концу. Надеюсь, что я в полной мере смог раскрыть затронутую тему и помочь вам разобраться в этом интересном вопросе. Входите ли все-таки в IT или нет? Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и обсудить эту интересную тему под видео в комментариях. До встречи в следующих выпусках. С вами был ваш IT-специалист Юнус. Пока.